Да-да-да-да, народ. Сегодня мы с вами будем учиться выживать на недружелюбных планетах в игре Stationers. По-нашенски стационеры. Погнали в путь. Начнем мы обучалку с основных навыков выживания на этой планете. Такое ощущение, что дышать-то тут нечем. Ага, Земля неподалеку. Могу предположить, что мы находимся на Марсе. Каком Марсе? Конечно, на Луне. Могу предположить, что здесь использовать, поставить точку. Точка поставлена. Что дальше? Движем в путь. Учиться, учиться и еще раз учиться. Нам необходимо пройти процедуру шлюзования. Но это пока мы на Луне. Я думаю, мы рано или поздно окажемся на Марсе. Такие вот системы здесь работают. Системы жизнеобеспечения. И у нас тут появился ряд задач. Взять нужно сварочный инструмент, сменить руку и взять кусачки. Тадамс. А вот и есть. Сменим руку. Интересный подход к игре. Здесь есть левая и, соответственно, правая рука. И вот как-то так перемещаем между руками. Мы пользуемся различными инструментами и ресурсами. Опять сменить руку. Да сколько ж можно? Ага. И еще разок. Да хватит издеваться. Давайте дальше. Включить сварочный аппарат. Вот здесь есть от разработчиков подляночка с этим аппаратом. Дело все в том, что если забыть его выключить и положить свой костюмчик, скафандр, рюкзачок скафандра, он неминуемо прожжет в нем дыру. Выложите или киньте инструмент из правой руки. В правой руке у нас кусачки. Шпэк. Вот так вот. А теперь более точно нужно положить горелочку на стол. Это буква Т. Иконки все подписаны. В игре, в принципе, русский язык есть. Местами кое-где. Но ничего страшного, игра находится в раннем доступе, и тут уж какие-то претензии предъявлять мы не будем. Откройте ваш поясной инструмент. Значит, вот здесь у нас есть пояс для инструментов. Ага. Откройте ваш рюкзак. И также присутствует рюкзачок. На всякий случай складывать всякие ненужные безделушки. Так, перетащите пояс шахтера из рюкзака в левую руку. Пояс шахтера в левую руку. Да вообще легко. Выложите или киньте пояс шахтера. Легким движением руки пояс шахтера улетает в космическое приключение. Перетащите пояс. А вот прикольно, как стекло на скафандре сделано, как будто вот насечками всякими, потрепанное песчаными, пыльными бурями. И, собственно, в рюкзак нам нужно перетянуть, что мы и делаем. Что дальше? Переместите сигнальный огонь в левую руку. Ага, как скажете. И нужно активировать его. Только и делаем, что расшвыриваемся предметами. Сменим руку. Не подпалить бы ничего здесь. Ящик с ресами. Откройте пояс шахтера. Открыли.
Добавьте батарейку из ящика в бур. То есть тут у каждого инструмента есть еще и батареечка. Все как в жизни. Так, объедините 2 стака железных каркасов в ящике. Что мы и делаем. Но прекращайте уже нас мучить. Закройте все открытые... то есть буковка Ё. У нас вот эти все окна всего инвентаря закрываются. Движем дальше. Следующий шлюз. Ну, то есть этот можно считать пройден. Это такие прям основы навыков. Ну и в принципе пройти обязательно эту обучалку нужно, потому что потом хрен ладу, да, что там к чему нажимать. Включите, у нас есть реактивный ранец. Оп, секундочку, у нас здесь появилось много-много разной информации. Здесь мы видим своего персонажика. Вот как-то так будет лучше. И различные параметры. Скафандр с давлением в нем находится в белой зоне. Это нормально. Температура, реактивный ранец. И вот у нас можно на буковку J подрубили. Выключите. А как же попробовать? Железный, что-то там надо взять из сундука. Давайте попробуем. Железные каркасы. Идите к папочке. Постройте каркас в подсвеченной области. Но туда, я так думаю, только нужно подлетать. Ага. Построили. Второй. Построили. Это вот уже из разряда стройки. Возьмите сварочный инструмент из ящика. Берем. Только вот руки нужно... Ага. Руки нужно вовремя менять. Поднимаю. Еще листы какие-то нужны. Это что? Это как раз таки листы железа. Чпыньк. У нас в левой руке газовая горелочка, а в правой листы железа. Все логично. Ее включить нужно. Да, обязательно. Заварили. Вот и второй готов. Что-то еще закончить. Да пожалуйста. Мы тут совмещаем обучение и ремонт уже какой-то существующей обучающей базы. Как-то так. Так, про горелку я говорил. Не забываем ее выключать. Ранец, по-моему, больше нам пока не нужен. Откройте ИБП с помощью лома из ящика. Опаньки. Вот это уже интересно. У нас есть лом. И мы им будем ломать. Но нет, на самом деле не ломать. Тут много разных инструментов. И вот в частности ИБП открывается почему-то ломом. И включаем все это дело. Подождите, пока давление достигнет 60 килопаскаль. Вот мы видим окружение рядом с иконкой нашего персонажа. И там растет давление. 38, 40, 45, 50. И сколько-то там надо, 60 нам. Отлично. Все сделано в лучшем виде. Так, лом нам больше не нужен. Припрячем его. И у нас два задания. Разблокировать шлем и открыть шлем. Для этого заходим в шлем, отпираем его и открываем. Дохнем чистейшего лунного воздуха. Если его можно так назвать. Но я думаю, тут на эту станцию трудится много различных устройств, которые делают нам пригодные для дыхания смесь различных газов. Откройте Stationpedia.
О, назовем ее так. И откройте вкладку персональная. Вот такая здесь Stationpedia есть. В ней есть вкладка персональная. Закройте. И, кстати, здесь же вся вообще информация. Можно найти что угодно и про что угодно. Все здесь, именно в ней. Ну, будем там в процессе разбираться, насколько она пригодится нам, но вероятнее всего пригодится. Ладно, переместите шлем в стойку. Шлем отправляется в стойку, скафандр отправляется в стойку и рюкзак отправляется в стойку. Ну, я, естественно, немного проходил здесь в ней первые вот эти обучалки, чтобы совсем откровенно не тупить. Поэтому, да, я тут немножко ориентируюсь уже. Открываем униформу, слот униформы вот здесь. И вот здесь у нас есть отличная бутылочка водички. Собственно, можем попить. И нас просят нажать на кнопку, чтобы завершить тест. Па-бамс. Да. Но это было несложно. Просто научиться, показать, как это делается, я думаю, пригодится. А мы меж тем отправляемся в следующее обучение. Я думаю, с каждым. Ага, лишь бы вот так вот с нами не было только. Я думаю, с каждым обучением мы будем узнавать все больше. И да что ж она так тяжко вздыхает. Все больше и больше мы будем узнавать про эту игру. Вот у нас тут есть ящичек с инструментом. Нам нужна отвертка на пояс. Ага. Дрель на пояс. И в руки болгарочку. Просят нас взять. Так, вот здесь, значит, замечу по поводу FPS, всеми так любимого. Почему-то, когда появляются в игре много конструкций, особенно вот таких, FPS прям значительно падает. Качество у меня стоит на фантастик потолковом. И вот независимо даже качество я меняю, FPS все равно низкий. Но в принципе в этой игре это незаметно. А сам FPS вот здесь вот можно посмотреть. Также и задержка в правом верхнем уголочке. Пойдем крушить, разбирать каркасы. Раз. И давай. Что дальше? Возьмите железные каркасы из ящика. В этом ящике железные каркасы. Вот о чем я говорю. Руку надо не забывать менять, а то можно от болгарочки избавиться. В выделенном месте, то есть кто-то раскурочил эту учебную базу, а нам теперь это все нужно починить. Раз, два. И третий на месте. Как-то так. Движемся дальше. Доделайте каркасы при помощи листов железа и газовой горелки. А листы железа я нашел. Берем их, наверное, сразу в руку. И берем также газовую горелочку. Так. Как-то это так будет выглядеть. Включаем горелочку и все это дело завариваем с железными листами. А то у нас получается какая-то история, что база-то не герметична с такими разрушениями. Все? Нет, вот еще. Давайте же доделаем это все.
Демонтаж автолата. Вот эта вот история. Выключаем, не забываем эту замечательную горелку. Сразу желательно привыкать к порядку. Все на свои места раскладывать, иначе будет сложно. Так, и что тут с помощью дрели? У нас, я видел где-то, у нас есть дрель. Жить. Какую-то часть разобрали. Значит, предметы и собираются, крафтятся, и разбираются в несколько этапов. И для каждого этапа нужен свой инструмент. Вот, если мы дальше посмотрим, то у нас заработает сейчас болгарочка. Адамс. Готово. Потом нам нужны кусачки. Легким движением руки выкусываем какой-то провод. Моток кабеля он называется. Это что? Обломки. Обломки, я не знаю, нам не очень-то, наверное, нам обломки и нужны. И что там? Опять болгарка. Замудрили как-то они все это дело. Как по мне, так чересчур. Но разберемся дальше. Может, это все и неспроста. Так, разводной ключ. В лапу мне. В левую желательно. Оп, и мы, собственно, получили вот такой вот комплектец. Набор автолат называется. Не знаю, почему автолат. Могу только предположить. Ага, берем его сразу в ручку. Разместить нам это все дело предлагают. Зачем у меня светит фонарик? Тратит нам батарейку. Все электроприборы здесь тратят энергию. В каждом есть батарейка. Ну, в этом вломе и в отвертке нет, наверное. Да, скорее всего. У нас не электролом, а если вот здесь, допустим, ту же болгарку откроем, то вот она, батарейка в ней есть. Газовая горелка, то же самое. Плюс еще есть газовый баллон. Поэтому здесь нужно все экономить. И вот этот свет, который был включен, он как бы тоже тратит заряд скафандра. Так, а меж тем мы что-то хотели сделать. Вот здесь интересный момент. Все, что мы строим, можно прокручивать вот таким вот образом. Там и дальше еще сложнее, там помимо прокручивать можно разные варианты выбирать. Но обо всем по порядку, как говорится. Давайте разберемся вот с этим. И когда мы вроде как совмещаем все то, что... вот у нас стрелочки не в ту сторону смотрят, поэтому так дело не пойдет. А вот так хоп, и сразу этот кубик вокруг предмета для постройки становится желтеньким. Завершите с помощью горелки и листов железа. Листы железа, по-моему, где-то были. Да, их можно вот так вот совместить. И нам нужна горелка. Это не горелка. Вот так. И давайте листов железа возьмем. Что дальше? Переключаемся в ручку, где горелка. Подрубаем ее. И все это дело завариваем. Дальше. Моток нам кабеля нужен. Мы его подбирали. Я точно помню горелку. Не забываем выключать. Это как двери у марсохода не забывает закрывать. В Occupy Mars я играл, проходил. Так и здесь что-то похоже. Моточек берем в руку. Оп. И очередной этап завершен. Это третий вот из 4 этапов получается. Горелка и пластик. Вот же ж придумали. Берем горелку, берем пластик. Все это дело включаем. И завариваем. И окончательно это все винтики довернуть отверточкой. Опаньки. Автолат у нас готов.
Значит, по автолату. Мне привычнее его будет назвать 3D принтер. Ну, по сути, он и выполняет эту функцию, но к нему мы вернемся позже. У нас потух свет. И у нас по этому поводу задание удалить поврежденный кабель. И не один. Значит, делать это мы наверняка будем кусачками. Раз. Два. Здесь, кстати, вот о чем я и говорил. Вот эти все системы также придется самим строить, когда уже будем реально выживать. Вот марсоход стоит, скорее всего, тоже в игре будет. Панельки солнечные. И все вот эти навыки, которые нам сейчас преподают, они пригодятся. Если вдруг задумаете начать настоящее выживание, то вот это будет полезно. Нам нужно силовой кабель из ящика. Движем к ящику. Все непременно. Моток силового кабеля. Да, это именно то, что нам нужно. Красно-черный кабель. Так. Ага, вот, появилась, значит, здесь усложняется задача. Здесь вот в рамках одного можно вращать. Ну, уже вот так вот как-то. Но плюс тут еще интересная тема. Можно вот выбирать различные виды соединений. И комбинацию, если дальше проходить, комбинацию не всегда просто подобрать. Вот здесь трешечка. Вот здесь надо уже менять. Итак, угловой трехконечный. То есть помимо того, что вот здесь еще нужно его... О! И то даже не так. Нам нужен не угловой просто. Наверное. Силовой кабель трех... О, вот такой вот нам нужен. То есть, чтобы все это дело совпало. Окей. Помчали дальше. Источник бесперебойного питания из ящика. Ну и БП это устройство, в котором есть аккумулятор. Накапливать энергию солнечных панелей. Нам это уже знакомо. По другим марсианским играм, прохождения которых можно увидеть на страничке моего канала. А сейчас нам все это дело нужно поместить, учитывая направление подключения. То есть, смотрим, направление у нас слева направо. Ага, но тут загвоздка в другом. Ага. Вот так, что ли, да? Или какие тут еще варианты? А, еще есть вот такой. О, вот этот более подходящий. И БП. А тот у нас был. И тот был БП. Ну окей. Справились. Далее. Ну, уже по сложившейся традиции открываем ИБП ломом. Иначе как ломом открыть его нечем. Берем батареечку. Правую руку. Чпаньк. И что-то нам пишут опять про Stationpedia. Перейдите на страницу ИБП. Ну давайте. Это у нас будет наверняка в электронике. ИБП. Мы доделали электросеть. Поздравляем. У нас есть свет. Закрыть это всю энциклопедию и включить его. Бабамс. Да будет свет. Справились. Нажимаем, соответственно, на кнопку «Завершить наше испытание». И движем дальше.
следующее обучение. Ну, такое устрашающее вот эта картиночка, хоть и нарисовано, что-то явно тут произошло у этого парня. Добыча плюс производство. Погнали. Что нужно добыть? Что нужно произвести? Сейчас все сделаем. Планшетец. Берем. Угу. Ксигопади. Вот так он называется. Нам нужен картридж слежения. Вот это замечательная микросхемка. И есть наш картридж. И нам нужно включить планшет. Да, даже планшета есть батарея, и его тоже как бы нужно периодически выключать, когда не пользуемся. Ну, все как в жизни. Погнали на добычу. Вот так вот здесь все это дело выглядит. Земля неподалеку. Вот он, этот маячок. Добрались мы успешно до него. Что дальше? Наденьте пояс шахтера. Как скажете, как скажете. Надеваем пояс шахтера и превращаемся в шахтера. Возьмите в руку бур. Ну, вообще легко. Возьмем в руку бур. Вот это нам эпидемия, я думаю, не нужна. Не забываем его выключить. И на место. Все по своим местам. Так, в правой руке у нас бур, который нужно включить. Жу. Давай бурить. 30 кусков железа. Это железо, а это не железо. Погнали. Вот так мы превратились в добытчиков ресурсов. Что он хочет? Вернитесь на базу. Выключаем этот замечательный прибор. Ложим его на место. Я так понимаю, 30 железа нами добыто. Легких путей мы не ищем. И движем на базу. Так. Ящик, из ящика набор для изготовления дуговой печи. Нас отправляют в другую комнатку. Вот он ящик. И вот она, наша дуговая печь. Здесь также, опять мы со светом. Здесь также вот на контуре показана стрелочка, куда загружать. Ну, руду. Мы ж печку дуговую делаем для того, чтобы плавить руду, которую мы добыли. А сама руда, вот здесь у нас железная руда в поясе шахтера, тут и бур. Здесь же. И вот по стрелочкам загрузка, выгрузка. И здесь также запитать ее. И информационное подключение, кабель для последующей автоматизации. В игре там, да, наперед очень много будет чего подключать. Но пока мы в режиме обучения, значит, все постепенно. И не все сразу. Так, здесь мы что можем делать? Мы можем ее вращать. Вот так вроде, да? Так или нет? Да. Теперь нам нужны моток кабеля. Где его взять? Куда делся наш моток кабеля? Где-то вот здесь был. А нам нужен силовой. Тут еще и... Да, нам нужен силовой. Еще и кабели разные с ресурсами. Тут тоже много чего и интересного может происходить. Бабамс. Печка. Печка готова. Включите дуговую печь. Есть. Добавьте руду. Швыряем наши 30 кусочков. И
Активируем дуговую печь. Ха-ха-ха. Что он хочет? Наденьте пояс инструментов. Ну, давай. На нас пояс шахтера надет. Это разные пояса. Один в другом может храниться. И слиток. Нам говорят о каком-то слитке сзади дуговой печи. А я не вижу слитка. А, вот он. Ха-ха! Слиток железа. 30 грамм. Забираем. Или не так его надо забрать? Куда его надо? В руку? Давай в руку. Добавьте слиток в автолад. И движем вот к тому принтеру, который мы и собирали. Тогда слиток у нас отправляется вот сюда. Загрузили в него ресурс. Возьмите слиток меди и слиток золота из ящика. Как скажете. Берем слиток золота и слиток меди. Это все пригодится для создания чего-то, наверное, еще. Меняем руку. И второй слиток туда же. Рецепт гидравлического сгибателя труб. Нам нужен какой-то сгибатель труб. Вот прям тут пишем сгибатель на русском. О, ну, поиск удобный. Да. Можем теперь печатать. Единственное, что еще рекомендую, нажали на печать и сразу хоп, поменяйте, иначе будет печатать одно и то же до тех пор, пока ресурсы в нем все не закончатся. А ресурсы это ценно. И не забываем вот эту вот замечательную кнопочку. Лучше приучаться сразу. Все выключать, не тратить электроэнергию. Значит, здесь с размещением, в принципе, нам уже знакомо. Вот так это все будет выглядеть. Доделайте с помощью... теперь подсказок в левом верхнем углу нет, но зато когда мы наводимся на недоделанное, нам он пишут, что нужна газовая горелка и 2 листа железа. То есть вот, оп, навелся. Ага. А для того, чтобы разобрать на этом этапе, нужен разводной ключ. Написано required to disconstruct. Листы железа берем. И горелочка у нас там где-то с собой в поясе. Должна быть. Да. Включаем все это дело и завариваем. Второй этап. 4 мотка кабеля нам нужно. Немного поначалу напрягает это перекладывание инструмента, но в принципе потом уже это делается на автомате. Дальше горелка и пластик. Пойдем за пластиком. Надо было сразу это все взять. И не мотаться туда-сюда. Пластик сюда. И горелку. Это горелка? Да. Доделывать. Оп. Заварили. И отвертка все это дело довинтить. Вот такой вот замечательный гидравлический сгибатель труб, который нужно включить по заданию. Чего дальше? Чего дальше? Движем. Тянуть за рычаг для извлечения слитков. То есть нам нужны ресурсы теперь вот для этого аппарата. Где рычаг? Оп! Отдай. Вот так вот перекладываем. Это золото, медь и слиток железа. И сюда, соответственно, мы
Все это дело загружаем. Кушай, кушай. Дальше. Выберите активную вентиляцию, сгибатели труб. Активная вентиляция нам нужна. Не просто вентиляция, нужна активная вентиляция. Так, и также... Ага. И даже... Так, подожди, что не работает? Что не работает? Мы так не договаривались. Активная вентиляция. О, не прожал. И да, нам даже по заданию пишут, что, ребята, не забудьте отключить этот чудный аппарат. Поднимите активную вентиляцию. Так мы подняли. А, надо в руку. Какой привередлив. Кнопка, чтобы завершить. Чпак. Mission complete. Ну, в принципе, два основных этапа обучения пройдено. И будет эпизод, наверное, номер 2, а может быть и номер 3. Если интересна эта игра, то напишите в комментариях. Я сниму тогда прохождение этой игры. Планеты там не только Марс, там и Луна, и Марс. И еще очень-очень-очень много разных планет. Вот здесь их можно увидеть. Европа, Мимос, Вулкан, пояс астероидов и Венера. Вот как-то на сегодня так. И скажу девиз программы НАСА по марсоходу Perseverance. Совершайте великие поступки.